сегодня у нас интеллект. Проблемы основаны на двуличии, не прямо в лоб, потому что это отображается на символике, а в лоб вроде бы да, я за, но на самом деле исподтишка все выглядит по-другому. Основана на двуличии и на всех возможных видах слабости. Три части: понятийная, знание, логическое, цели, планы решения и управляющая, да, интеллект с остальным сознанием, какие решения принимает и как он, да, определяет работу других чакр. Или он определяет, или его определяют. Им управляют все возможные проблемы, если человек, да, в данном случае слабенький. Поэтому основные проблемы связаны с этим. Не так, чтобы в лоб, предположим, по знаниям. Мне знания не нужны. Нет, знания мне нужны. Но мне так не хочется что-либо делать и менять в своей жизни, что я вот говорю: я не знаю, не понимаю, сложно, невозможно, не могу. Но на самом деле там страх, лень и прочая гадость, которая, извините, да, управляет сознанием человека. Да, любая задача требует определенных усилий. Если задача более сложная, она просто требует больших усилий. Ничего другого. Если человек действительно заинтересован в тех или иных результатах, то он настроен, готов свернуть горы. Да, это его внутренняя решимость. Если он просто не хочет, он ищет, каким образом обмануть себя и других. И вторая сторона медали: все возможности, которые есть у всех существующих на Земле людей, они заложены изначально в ваших чакрах. Даже если что-то не успели в этой жизни, в следующих воплощениях, вы не покинете Землю, пока не сдадите все зачеты. В принципе, не покинете. Да, вы не сможете подняться выше определенного уровня, пока все оценки не будут положительными. Иллюзорные надежды сжигают дотла. Здесь, конечно, список очень большой. Да. А может быть, если я делаю пакости, все-таки высшие силы не заметят и простят. А почему бы нет? Мне же хочется. Я же там что-то хорошее еще в придачу делаю. Да, может, пронесет. Не пронесет. Не пронесет. Бог поругаем не бывает. Дальше. Да. А есть ли, может быть, другие варианты, кроме как все заслужить? Вот то идти, делать, цели, планы, условия, выполнил, получил. А может, есть какие-то другие варианты. Вот так раз, и ты стал миллионером. Может быть, где-то есть обетованные места, где счастье раздают в личной жизни. Может быть, есть священные места, заходишь, так постоял, и все, и страхи, сомнения, переживания все рассеялись, и ты вышел обновленный, герой такой, вот так, герой за полчасика, не напрягаясь. Может быть, есть какие-то другие варианты, кроме как понять, рассчитать, пойти и сделать. Следующее. Знакомое, любимое сомнение, неверие. В данном случае сомнение, неверие – это способ, опять же, вот как ничего не делать. Как ничего не делать, как не изменяться, как не освобождаться от проблем, как не двигаться вверх, как не сражаться. Это вот просто такая вот защитная реакция. Да, есть 1000 способов с сомнениями попрощаться. Нет, что вы. Мои сомнения священны. Да? Что такое сомнение? Есть проблема, которая не решается. Да? Вот часть разума должна работать и приносить благо. Ну, ты сомневаешься в чувствах, нет у тебя чувств, в способностях. Все, ты приговорил свои способности. То, в чем ты сомневаешься, ты это уничтожаешь. Да, все, что ценно, это то, за что человек должен сражаться. Его основная задача разума – вносить ясность, вносить определенность, во все сферы вносить понимание и программы действий. А что такое сомнение? То, что было хорошим, становится неопределенным, разъедается и уничтожается. Да? Как? Так оно и работает. Цели, планы, расчет. Да, логическая часть. Основана на двуличии. Человек не говорит прямо: нет, я не хочу идти к личным целям. Он говорит как-то по-другому. Я сомневаюсь, мне некогда. Да, позже. Или еще что-нибудь. Он говорит как-то вот так. Да, он прямо не возражает против всего хорошего. Да, он ищет как бы другие возможности, чтобы или не делать, или делая, вот, говоря одно, делать то, что выгодно ему, то, что он хочет. Следующая программа – не расчет. Да, для чего нужен интеллект? Для чего человеку нужна голова? Думать. Да? Тебе что-то нужно, ты ищешь возможности, ты планируешь, как тебе к этим результатам прийти. Вот кто не любит думать, тот не любит расчет. Тому голова особо не нужна. Да? А ты вообще свое сердце к Богу открыл или нет? Да? Ты как? Чувствуешь, что в тебя входит энергия, ты наслаждаешься, ты благодарен. Да, вот ты принял, что воля Бога – это духовный закон. Фактически все твои воплощения на земле – это что? Познание, реализация духовных законов.
Ты решаешь вот эту задачу, ты это принял или не принял. Дальше, что делает человека достойным? Да, убеждения, да, знания, ну и дальше цели, за которые ты сражаешься. Да, если человек не ставит достойные цели, вопрос, он достоин уважения, если он не знает, ради чего он живет, или не сражается за то, что ему дорого. Следующий блок – это вопросы управляющей части. В идеале она, понятно, реализует, да, решения, которые принимают там, логическая часть, и создает все необходимые условия для интеллекта и для создания в целом, чтобы человек мог элементарно, спокойно думать и принимать решения лучшие из возможных. Да, разрушение этого процесса – это различные программы, по которым мы с вами будем идти. Да, вместе, как человек должен принимать решения? Успокоился, да, всю информацию перед глазами, не кусочек, а вот всю информацию собрал, проанализировал. Да, цель – лучшие варианты, методы достижения – лучшие варианты. И вот идет лучшее из возможных. Что может? Так, все. Определился, оценил, определился, распланировал, пошел делать, да, в идеале. Дальше. Решение в горячке. Неважно, когда обижен, зол, там, не хватает времени, спешка, суета, дергание. Всегда чаще всего это заканчивается плохо. Хорошо заканчивается когда? Когда ты успокоился, да, собрал всю информацию, проанализировал, оценил плюсы и минусы, выбрал решение лучшее из возможных, оно у тебя мотивированное. Но даже если ты ошибешься, ты можешь сделать выводы, в следующий раз поступить лучше. Не создание условий для мышления, да, для того, чтобы думать. В жизни оно проявляется таким образом. Когда человек подходит и говорит, мне какое-то решение, да, он не предполагает, что вообще-то нужно подумать, взвесить, опереться на какую-то информацию. В данном случае по условиям, первая управляющая часть, да, это психоэмоциональное состояние. Чтобы можно было бы думать, успокойся, выключи проблемы, сосредоточься, выдели достаточно времени, собери необходимую информацию. Изучаешь, анализируешь, плюсы, минусы, лучшее из возможных, можно найти ответ. Недисциплинированность ума. Да, там самые разные проявления. Что такое дисциплина? Ты делаешь то, что нужно, то, что ведет к цели и к наилучшим результатам. Ты делаешь что-то правильно. Это дисциплина. Что такое недисциплина? Ты думаешь об этом, потом мысль куда-то побежала в сторону скакать. Ты особо не напрягаешься, что это вообще-то неправильно. В основном у людей просто неудержание внимания, мысль скачет куда попало, она не доходит до цели. Она должна доходить до цели, до результата.